Приветствую вас, путешественники! В этом видео я хочу вам рассказать про столицу Перу, город Лима. Город находится в пустыне, практически не имеет дождевых осадков, но при этом он имеет огромное количество парков и зеленых насаждений. С одной стороны, архитектура города напоминает такие города, как Мадрид либо Париж, с другой стороны, имеется очень много высоких зданий в новых районах с прилегающей инфраструктурой современной для занятий спортом, отдыхом, либо работы, либо развлечений. Имеет огромнейшее количество велодорожек, а набережная Перу имеет большое количество спотов для серфинга. Также в Лиме имеется большое количество памяток древних цивилизаций, такие как города, раскопки с пирамидами и очень большое множество музеев. Поэтому тут есть чем заняться и с культурной точки зрения, и с развлекательной точки зрения. Поехали! Приветствую вас, друзья! Я нахожусь в городе Лима, Перу. Абсолютно удивительный город, потому что когда я летел на самолете и смотрел на этот город сверху, то была пустыня. Но когда я начал ходить по городу, он очень зеленый, очень современный и очень красивый. И сейчас я нахожусь в районе моста, который называется Bridge of Science. И прогулявшись по этому мосту, можно загадать желание. Загадаем, чтобы в Украине закончилась война, но при этом нужно задержать дыхание, но ненадолго. А также под мостом есть красивейшая арт-улица, которую мы сейчас посмотрим. Я не скажу, что он обладает какой-то супер архитектурной суперценностью, но нижняя улица под ним смотрится замечательно. Вот мы сейчас по ней и прогуляемся. Смотрите, какие высокие деревья. Как обычно в мосту куча молодоженов свои отношения завязывают вот таким количеством замочков. Вот такая красивая под мостом, друзья, улочка. И сейчас, я так подозреваю, спущусь к Тихому океану. И выйдя на набережную, друзья, я увидел то, что останется в моем сердце на всю жизнь. Это сумасшедшие красивые зеленые холмы с видом на океан. И набережная вдоль этих холмов, которая длится практически через весь город. Это и есть то уникальное, что определяет Лиму среди всех других городов и влюбляет тебя в этот город. Потому что красивые современные стеклянные здания хай-тек, или колониальные церкви, или модные барчики, или интересный какой-то движ есть и во всех других городах. Но вот эти холмы – это нечто уникальное, и встречать закат на них – это потрясающе. Друзья, сейчас иду по набережной. Вот так красиво тут все зелено. И самое интересное, что набережная здесь идет как бы с холма. Но это уникально. И вообще, я еще раз повторяю, я не мог поверить. Сверху это пустыня. Тут Лима, райский сад. Очень велосипедо-френдли. Вот прям очень. Тут прям на велосипедах куча людей ездят. Велодорожки сделаны так, что машины не пересекаются, не мешают. Очень велосипедный спортивный город. Друзья, просто невероятные зеленые парки в этой набережной. Все потерпает в зелени, утопает. И вот есть спуски к океану. Вот такой, друзья, неимоверный вид холмов, океана и утопающего в зелени города. Друзья, Перу невероятное. Лима, такие красивые парки, такие красивые цветы, такие красивые церкви. И столько много парков, просто один парк переходит в другой.
такие цветы, друзья, вот такие невероятно сказочные растения. Очень приятный город в плане, что это не клоака с 1000 людей и машин. В городе очень много парков, классная планировка, и здесь спокойно и тихо. Леопард, это не кот, это маленький леопард, видишь, он в пятнышке. Ну, вот такие красивые проспекты в целом, вот зеленые, дороги ровные, везде как бы сосны, там пихты. Я нахожусь на руинах города Уака-Уа-Марка, на вершине пирамиды. Вот эта часть, глиняная ступенчатая пирамида, оригинал. Вы видите такие облезшие камни. Ну, а эта часть реконструкция. И скажу, эти пирамиды не похожи ни на майя, ни на ацтеков. Они какие-то вот как не кирпичами, как лепились из булыжников глиняные пирамиды. На развалинах пирамиды древней цивилизации, которая была еще за 1000 лет до инков. Ее так и называют Лима цивилизация. Отличие от этих всех пирамид от других, те, что они строятся из глины, и их не размывают водой, потому что в Лиме нет дождей. Это пустыня. У них даже нет сайдинга, сливных систем с крыш домов. И кирпичи здесь построены таким образом, что они вертикальные и с пространством. Зачем именно такую технологию? Как я понял переводчика, здесь часто землетрясения. И вот такая технология позволяет укреплением этим иметь устойчивость. Далее я потихонечку шел смотреть исторический центр города. К моему большому удивлению, город Лима кардинально отличается от моего восприятия европейских городов. В обычном европейском городе всегда центр города — это самое богатое место с фешенебельными барами, ресторанами, всеми движухами, и по мере удаления от города растет как бы и падает уровень жизни. Естественно, есть какие-то богатые районы, есть какие-то богатые спальные районы современные, но всегда центр был самым дорогим. В Лиме же немножечко по-другому. Тут центр города, я бы сказал, ну немного какой-то он такой второсортный. Когда наступала уже темнота, там люди расходились, как-то какие-то сами люди были немного странные. И я понимаю, что центр города, именно вот площадь, центральной церкви, они были вылизаны, но сам центр города, это как бы не совсем центр, это больше окраина. Такое впечатление, что все богатые люди съехали в новые районы, которые ближе к набережной. Это Мирафлорес, Линз, Баранка и, допустим, Сан-Мигель, а центр города оставили на растерзание, скажем так, не высшим слоям населения. Друзья, еще одна красивейшая церковь Сан-Франциско. Перу не перестает удивлять. И современная часть города очень классная, и набережная неимоверно крутая, и старая часть города тоже очень и очень красивая, и чувствуется, что Лима прям город, такой мегаполис, дышащий очень сильно. Друзья, Лима не перестает удивлять. Вот такой прекрасный оливковый парк я обнаружил совершенно случайно. Просто увидел и подошел. Он даже на Google картах не выделен зеленым. Такое чудесное место. Тут так тихо, спокойно. Тут можно медитировать, отдыхать, гулять. И я как пришел сюда, сел под дерево и не заметил, как я пролежал 2 часа. Просто чудеснейшее место посреди огромного 10-миллионного мегаполиса. И я думаю, что это не последнее открытие этого сумасшедшего, классного, просто неимоверно сказочного города. Сейчас нахожусь на набережной в парке под названием Амор, Любовь. Тут куча всяких красивых цветов, растений, статуи, обнимающихся и занимающихся любовью людей, и вид на океан. И снова, друзья, я пошел гулять по набережной. Она шикарная.
Если будете останавливаться, я рекомендую вам район Мирафлорес. Это очень относительно безопасное место. Там куча туристов, куча развлечений, куча кафе, баров, ресторанов. И мне повезло, я застал грандиозное событие. Это футбол. Играла Перу с Уругваем. Это было нечто. Сейчас, друзья, 6 вечера, и я зашел в парк фонтанов. Сейчас подхожу к главному фонтану, но вообще их здесь много. Все эти фонтаны не бесплатные, поэтому радуйтесь, что на Крещатике фонтаны бесплатные. Вход 4 соли, примерно 1 бакс. Друзья, охрененный аттракцион! Первый раз в жизни вижу такое и прохожу под этой водяной аркой. Круто вообще! На этих великолепных фонтанах я заканчиваю свой рассказ про великолепный город Лима. Желаю каждому посетить его, насладиться им. Планируйте как можно больше времени, потому что тут еще есть рынок инков интересный с разными изделиями из альпаки. И оставляю здесь нарезку этих лазерных шоу. Оно будет еще где-то минуты 3. Итак, друзья, впечатление после этого фонтана, я бы не назвал это фонтан, это какое-то лазерное шоу, ощущение огромной удовлетворенности, что я сюда пошел. Я видел фонтаны в Барселоне, в Будапеште, в Киеве, но это что-то другое и что-то грандиозное. Это целый фильм про историю Перу. И народу тут как на футболе. Все они тоже посмотрели этот прекрасный фильм про Перу. Распыляется вода. Короче говоря, must have обязательно.